Здравствуйте! В этом видео рассмотрим использование инструмента эскиза «Кривые, управляемые уравнением» в программе SolidWorks. До этого момента мы рассматривали кривые, в основе которых лежат эскизы, созданные вручную. Но нарисовать сложную, а главное геометрически точную кривую или невозможно, или требует больших затрат времени. Инструмент «Кривая, управляемая уравнением» позволяет строить геометрические траектории по математическим уравнениям без необходимости задавать отдельные опорные точки или узлы. Инструмент применяется для моделирования сложных форм, поверхностей, профилей движения и траекторий, где положение каждой точки определяется математически. Например, эта двухмерная кривая не нарисована сплайном или дугами, а задана простым уравнением с легко изменяемыми параметрами. Или эта трехмерная винтовая кривая тоже задана уравнениями. Ее форму можно корректировать, изменяя уравнение. Для запуска инструмента на панели «Эскиз» раскрываем меню «Spline» и выбираем «Кривая, управляемая уравнением». Или нажимаем «Инструменты», «Объекты эскиза», «Кривая, управляемая уравнением». Далее указываем плоскость эскиза. Запускается двухмерный эскиз и сразу открывается окно менеджера. В случае двухмерного эскиза в разделе «Тип уравнения» доступны два типа – точное и параметрическое. Рассмотрим первый, более простой тип – точное уравнение, в котором значения y рассчитываются с помощью уравнения, содержащего переменную x, а значения x задаются в определенном диапазоне. Следует помнить, что все значения задаются в радианах, а создаваемые кривые не должны пересекаться или быть замкнутыми. Вводим уравнение. Можно использовать любые функции, которые поддерживаются в диалоговом окне уравнения. Начинать уравнение со знака равенства не нужно. Сразу пишем текст уравнения. Например, 2 умножить на x. И Solid сразу подсвечивает красным цветом уравнение, если введено нерешаемое уравнение или использован недопустимый синтаксис. В данном случае x введен в русской раскладке, поэтому просто заменим символ на английскую букву x. Теперь все нормально. Далее вводим значения начальной и конечной точки диапазона x, например 0 и 10. Автоматически создается предварительный просмотр кривой, построенной по заданному уравнению. Получилась простая прямая. Изменим значение диапазона. Значения могут быть отрицательными. Или изменим уравнение, например, добавив минус в начале, или минус 9 в конце, или возьмем x минус 9 в скобки. Теперь зададим более сложные уравнения для создания именно кривых. Например, корень квадратный x. Или экспонента x. Введем 4 умножить на синус x. Диапазон x от 0 до 20. И получилась синусоида. Изменим уравнение, добавив еще x. Получилась кривая с увеличивающейся амплитудой колебаний. Напротив каждого значения x находится нажатая по умолчанию кнопка, которая блокирует значение начальной и конечной точек на кривой. Если нажать ОК и потянуть за точки, то сама кривая может перемещаться, а точки, конечная и начальная, зафиксированы. Чтобы отредактировать кривую, просто нажимаем на нее. Как видим, значения x не изменились. Разблокируем эти значения и нажмем ОК. Теперь попробуем переместить начальную и конечную точку. Значения изменились. Отменим изменения и нажмем на кривую. Созданную кривую можно сделать вспомогательной геометрией. Или зафиксировать ее положение. И теперь кривую нельзя перемещать. Освободим кривую и сместим ее. Кривая ведет себя как другие жесткие кривые или блоки. Состояние кривой в данный момент недоопределено. Чтобы полностью определить положение кривой, можно добавить взаимосвязи. Например, совпадение начальной точки и исходной точки по горизонтали. Также можно задать размеры по горизонтали и по вертикали. И кривая полностью определена. К этой кривой можно добавлять другие объекты эскиза, например, простую линию. Или создать еще одну кривую, заданную уравнением. А потом соединить эти две кривые. Нажмем ОК. Скроем созданную кривую.
На плоскости спереди создадим эскиз и запустим новую кривую. Выберем следующий тип уравнения – параметрическое уравнение, в котором задаются два уравнения для значений x и y, и оба эти уравнения решаются по диапазону значений t. Например, зададим x равным t, а y равным синусу t. Диапазон значений t от 0 до 30. Управляем положением кривой, добавляя или вычитая числа, или управляем масштабом кривой с помощью умножения или деления. Изменим форму кривой. Или вспомним уравнения для эвольвенты и добавим их в x и в y. Диапазон от 0 до 2π. Увеличим диапазон до 8π. И получилась спираль. Можем растянуть ее, увеличив радиус по y. Также можем поменять вращение по часовой стрелке, изменив диапазон на отрицательные значения. Отменим все изменения и нажмем ОК. Если добавить размер по горизонтали, то мы увидим значение радиуса, заданного в уравнении. Если изменить размер на 20, то спираль сместится от начала координат, но радиус в уравнении не изменится. Глобальные переменные нельзя подставлять в уравнение напрямую. Однако можно создать глобальную переменную и ассоциировать ее с размером, а затем использовать размер в уравнении для кривой. А размеры элементов можно использовать в уравнениях следующим образом. Нажимаем на размер, копируем его имя, выделяем кривую и заменяем радиус 10 на имя размера в двойных кавычках в двух уравнениях. Нажимаем ОК. Теперь при изменении размера кривая будет менять не только расстояние от начала, но и свою форму. Закроем эскиз. Создана двухмерная кривая, управляемая уравнением. Теперь построим точную трехмерную кривую, что гораздо сложнее сделать вручную с помощью инструментов эскиза, чем задать ее уравнением. Запускаем трехмерный эскиз и нажимаем «Кривая по уравнению». Как видим, трехмерные эскизы поддерживают только параметрические уравнения. И дополнительно появилась переменная z. Задаем диапазон значений t от 0 до 30. X равно 2 синус t, y равно 2 косинус t, а z равно t. Можно сказать, что такую равномерную винтовую кривую можно построить и рассмотренным ранее инструментом геликоид и спираль. Да, но вот растянуть ее, например, по y, можно только с помощью уравнения. Или создать еще более замысловатую кривую, добавив уравнение и для z, и задав конечную точку, равную π. Получился какой-то Макдональдс. Попробуем замкнуть эту кривую, увеличив диапазон до 2π. Нажмем ОК. Но программа не дает создать замкнутую геометрию. Тогда уменьшим конечное значение до 1,99 и попробуем снова нажать ОК. Закроем эскиз и нажмем «Бабышка по траектории». Выберем круговой профиль диаметром 0,2 мм и нажмем ОК. Создан вытянутый элемент по кривой, управляемой уравнением. Другие примеры применения таких кривых рассмотрим в отдельных видео. На этом все. Спасибо за поддержку. Всего вам доброго.